Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам вот о таком чуде. Это OnePlus Ace 3 Pro. Это не состоявшийся OnePlus 13 или 12T, как хотите называйте. И скорее всего в январе, когда выйдет глобальный OnePlus 13, это будет OnePlus 13R. Следите за моим личным ТГ. Я вам сообщу чуть-чуть раньше, чем это произойдет. На данный момент здесь есть несколько вариантов прошивки. Один из этих вариантов, когда он разблокирован китайской версией, один из этих вариантов глобальной версии, хотя глобальной версии вроде бы не существует. Из прикольного и веселого и приятного здесь Snapdragon 8 Gen 3. Помимо этого просто супер яркий экран 1700 люксов, хотя он и водопад, и я вот это дело не люблю. Вы можете увидеть, кстати, на этот смартфон у меня была прожарка на канале Польза стримы. Помимо этого я снимал на него в Белграде, когда я был в Сербии. Большой ролик, и в принципе, может быть, еще сделаю обзор одним кадром. Вот сейчас вы видите финальный обзор, итоговый после всех тестов. Металлическая рамка, адекватный ценник на разных маркетплейсах в разные периоды времени. Супер быстрая зарядка за 36 минут, очуменный вибро. Помимо этого есть еще и переключатель режимов звука, механический, как я лично люблю. Высокий дактилоскопический сканер отпечатка пальцев, то есть он не внизу находится, а наверху. Но у него, как всегда, как и любого устройства, есть много проблем, о которых я вам сегодня и расскажу. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой коробке из красного картона, выполненной с надписью и логотипом компании. В комплект входит краткое руководство пользователя, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, отличный защитный чехол, наклейки, фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C, блок питания на 100 Вт с китайской вилкой и ключ для извлечения слота под 2 сим-карты. А вот карту памяти запихать сюда нет возможности, что неудивительно. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Все розыгрыши проходят ежемесячно. Помимо этого еще iPhone 16 на Новый год, кстати, разыгрываю. Не забудь подписаться на телеграм-канал скидок, и все, вы автоматически в розыгрыше. Переходим к смартфону. Поставляется OnePlus Ace 3 Pro в белой, зеленой и серебристой расцветке. Зеленая расцветка имеет тыльную часть из кожи, в белой расцветке тыльная часть из керамики, а вот серебристой из стекла. Oppo Crystal Shield. Вес и толщина устройства также отличается. У меня на руках, как вы уже поняли, вариант зеленой расцветки. Его вес составляет 207 граммов, а габариты 163 на 75 на 9 миллиметров. Дизайн уже привычный, у OnePlus уже несколько моделей в таком дизайне. Но вот за разнообразие материалов в разных расцветках отдельный плюс. Рамка, к слову, выполнена из металла. Качество материалов отличное, материалы тактильно приятные и собрана модель качественно. Ко всему, смартфон еще имеет защиту от влаги по стандарту IP65 и поддерживают технологию Rain Touch версии 2.0 для работы со смартфоном, даже если на экране есть вода. Отмечу, что тыльная часть из кожи придет в непригодный вид быстрее, чем тыльная часть из стекла или из керамики. Но, разумеется, тут все зависит от того, как пользоваться смартфоном. В плане эргономики все хорошо. В руке смартфон держать комфортно, грани закругленные, из рук смартфон не выскальзывает. Далее на корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, микрофоны, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, за что, к сожалению, минус. А плюс за то, что есть трехступенчатый механический переключатель режимов звука. Я вот механику люблю, и Nord 4 за это люблю, и вообще OnePlus молодцы, потому что даже люфт у кнопок практически нулевой. Звук в данной модели стерео, качество звучания хорошее, но вот кастомного эквалайзера здесь я не нашел. Может быть, где-то есть. Только пресеты 4 в O-Reality Audio. Вибромотор эталонный, бионический, с поддержкой технологии O-Haptics, настраиваемый и топовый, по мне. Смартфон оснащен 3D AMOLED LTPO 8T дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2780 на 1264 пикселя, защитой Corning Gorilla Glass Victus второго поколения, экран типа водопад, рамки не громадные, подбородок в наличии, но минимальный. Плотность пикселей 450 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3 и sRGB. Соотношение экрана к корпусу 94,2%. Также есть поддержка технологии Dolby Vision, HDR10+, Z-Real, HDR, Vivid и Always On Displays, это
отображением в течение всего дня. Частота обновления экрана от 1 до 120 Гц. Мультитач на борту, экран спокойненько откликается на 10 касаний одновременно. Яркость по заявлению производителя в пике 4500 нит. По моим замерам в пике 1700 люксов, при этом на 100% экран выдает 1100 люксов. В играх через где-то 5 минут он сбрасывает яркость, но до адекватных 700 люксов, и час играть без понижения яркости возможно. Но магия в том, что он разогревается до 43 градусов экрана, и это прям очень много, притом без чехла, с включенным кондиционером. Можете посмотреть, у меня был первый вертикальный стрим прожарка на канале Польза стримы, по ссылке в описании, что с ним было. Автоматическая регулировка яркости работает корректно. Частота регулировки шима 2160 Гц, шим выше 30% у меня не поднимался, но вообще все видите на экране, что измерение радексом, что измерением ТКА. Как и в большинстве смартфонов с AMOLED-экраном, в настройках можно найти функцию для защиты зрения, а также есть настройка для отображения регулировки цветовой температуры экрана, улучшения цветопередачи видео и не только. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Притом сканер отпечатков пальцев срабатывает молниеносно. Завести можно до 5 отпечатков, ко всему один и тот же отпечаток завести нельзя. Распознавание лица срабатывает стабильно хорошо, внести биометрические данные можно только одного лица, что уже привычно. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессом 4 нанометра, с 8 ядрами и максимальной частотой 3,3 ГГц. Графический процессор Adreno 750, ко всему используется технология еще Performance Black для лучшей производительности графического процессора. Для более стабильной работы в играх предоставили ряд улучшенных функций, но как он себя показал в играх, я расскажу слегка позже. Оперативная память LPDDR5X на 12, 16 и 24 ГБ, внутренняя память UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Система охлаждения Tiangong второго поколения площадью в 9126 мм квадратных. Ко всему данная система работает под контролем искусственного интеллекта. Операционная система ColorOS на базе Android 14 версии. Так как это китайская версия, то китайских приложений в стоке достаточно. Через ADB можно удалять, но все это сложно и полностью вы не вырежете все. Есть некоторые проблемы с уведомлениями. Притом Google сервисы вшиты на борту, система работает быстро, Play Market устанавливаем и все. По связи поддерживается Wi-Fi 7 серии, 5G сети, 4G сети и ниже. Для 4G сетей 7 и 20 бенда здесь нет. Поддержка eSIM также, разумеется, отсутствует. Датчик приближения работает исправно. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, список аудиокодеков вы видите на экране, все в этом плане хорошо. Ace 3 Pro поддерживает улучшенный NFC-модуль для бесконтактной оплаты, GPS данной модели двухдиапазонной, за что плюс, и GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, что стандартно для Qualcomm-овского проца. Емкость аккумулятора выше среднего, а именно 6100 мАч, но это не спасает его, потому что в PC-марке он выдает ультра скромные для этого объема батареи, да и вообще для смартфона при максимальной, правда, яркости и герцовке 6 часов 46 минут, и это мало, хотя по отзывам купивших, опять же, каждый свой телефон хвалит, что разумно. У народа он живет по 15 часов экрана, включайте автоматическую яркость, уезжаете на крайний север во время полярной ночи, не пользуйтесь сотовой связью, периодически проверяйте время и все. Автономность будет космос. Смартфон поддерживает максимальную мощность зарядки до 100 Вт, беспроводной зарядки нет, как и беспроводной и реверсивной. То есть в этом он урезан относительно двенашки. По факту у меня он реально заряжается от 0 до сотки за 37-38 минут, заявлено 36. И это прям круто. За час просмотра роликов на YouTube уходит 4% заряда, в играх в среднем уходит 18-19% заряда, но играть не очень комфортно, мягко скажем, или прямо некомфортно, потому что когда у тебя 43,5 градуса экран жарит, это хорошо, смартфон отводит тепло, но он отводит туда, где тебе некомфортно. Хотя это не 44 градуса, я и с 44 играл, вот там прям совсем. То есть будем считать, что тонкая красная линия 42,5. При том, что еще были проблемы с выводом игровой шторки, у меня так и не получилось ее вывести. Кто мне скажет, что я за 7 лет не научился выводить шторку в BBK-евских смартах, посмотрите другие прожарки и обзоры, там без проблем игровой режим я мог вывести, здесь никак. Перейдем к тестам. Прогонка в тротлинг-тесте показала, вы видите на экране, тест я проводил на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбил в Geekbench, 6-м 3D-марке и всем остальном вы тоже видите на экране. Особо хочу отметить то, что начиная с 3 восьмерок, в принципе, все процессоры мощные, очень-очень горячие. И если смотрим на антутовский стресс-тест, вам становится не по себе. Смартфону было плохо. Выбил он 1 600 000 попугаев, но самое крутое, что он выбил в Storage-тесте 203 000, это прям очень круто. Переходим к камерам. Основной сенсор здесь Sony IMX890 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием в 24 мм, апертура 1.8, оптической стабилизацией, максимальным разрешением для съемки видео 4К 60 FPS. Никаких 4К 120 FPS, никаких 8К. Опять же, это не флагман, это субфлагман. Также есть
Сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с фокусным расстоянием 16 мм. Это тоже бюджетный вариант. Апертурой 2.2 и цифровой стабилизацией углом обзора в 112 градусов. Последний сенсор — это Macro OmniVision OV02B на 2 мегапикселя с цифровой стабилизацией, фокусным расстоянием в 22 мм, апертурой 2.4. С фронта же установлен сенсор Samsung SSL S5K3P9 на 16 мегапикселей с апертурой 2.4, фокусным расстоянием в 26 мм и цифровой стабилизацией. Максимальное разрешение для съемки видео фронталки 1080p 30 fps. Для сравнения я использовал смартфон Pixel. Кратко, фронтальный сенсор OnePlus никакой, но у Pixel он не лучше также. В локациях с недостаточным освещением все в диких шумах. Разумеется, днем фронтальный сенсор у Pixel лучше. Основной сенсор у OnePlus в ночное время суток показывает себя лучше, чем Pixel, но не всегда. Также отмечу, что OnePlus хуже отрабатывает со светом, и детальность у него слегка, но меньше. Короткие примеры вы сейчас увидите из сравнений, и для себя сделайте выводы. И да, ультраширик у Ace 3 Pro 1080p 30 fps. А вот это основа 4К 60 fps. Вообще желтый свет здесь, но мне больше импонирует, как работает со светом Pixel, потому что он не меняет хотя бы его. И если бы желтый свет у OnePlus был и не менялся, было бы круто, но он меняется. Ну и фронталка 1080p 30 fps у Pixel, у OnePlus и 4К у Pixel, как вы видите, ночью. Ну вот и что от того, что у тебя Pixel, да? Что у тебя от этого разрешения? Тепло, холодно ночью? И еще разок, уже другой лифт. 4К 60 fps, основной модуль. И ультраширик на Pixel и основа. Вот она разница. Но это опять же на основу. Так, вот сейчас 4К 60 fps, две основы. И вот так вы сможете снимать ночного коня с очень противными источниками освещения, без всяких дополнительных фокусов. То есть работает автофокус. И вот так снимают оба смарта. Ну еще немного фронталки. Да, вот так. Так, 4К 60 fps, ночь. И, к сожалению, здесь не работает бар. Поэтому без работающего бара, но там что-то вдалеке работает. Вы видите, что лучше снимает, по вашему мнению, допустим, X2. И мы выбираем из худшего, скажем так. Можно X1 и попытаться плавно повести. 4К 60 fps, сурикаты. Ой, ультраширик нельзя. Страус или Эмма? Ты Эмма или Страус? 4К 60 fps. Опа, 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 опа. Немного бизонов. Ёшки. X2. Единственная попытка ультраширика — это 1080p 30 fps лама. Эти прелестные змеи. Тюлени. Можно с ним поплавать? 4К 60 fps, куда без енотов, да? Смотрите, кайфует как. Привет, привет. Лапка прям. Вот она. Прямо у камеры. И вот так можно рядом прям поснимать. Парнокопытных. Черный лебедь. Да, прям они радуются. Видишь, смотри как. На ультраширик, разумеется, 4К не перейти. X2 и X10. И X10. И X1. Лев. X2. И львица. Они, кстати, в одном загоне все. X1. Немного зебр. X2. И, разумеется, жираф. Ну-ка. X5. Пингвинчики плавают. Можно здесь наблюдать через стекло. Очень крутой вид, особенно вблизи. Но фокус не всегда дружит.
И вот маленькие гепарды. Овцы, пони и ослы. Там пони. X5. И вот так видеосъемка. Я не знаю, автофокус меня не очень сильно радует. Но я еще его не обновлял. Как есть там, так и есть. X2. Верблюд. X1. X2. 4К 60 FPS. Черный зеленый петух. Как все близко. Он подлетел, а я не успел снять для вас. Ну ладно. X2. Смотрите, здесь автофокус вообще работает суперски. Прям суперски. Он понимает, что мне надо снять. Конкретно в этом сценарии использования. Я не помогаю пальцем. Это X2. X1. И это самый крутой. 4К 60 FPS, смотрите. Никто его не убирает. Он тут стоит точно давно. Очень давно. 4К 60 FPS, очень крутая улица. С проходом на другую улицу под вот этим зданием. Уже третий раз снимаю. И третий раз это выглядит очень даже клево. В центре. В старом городе. Назовем это так. Штатно. Поход в Кондо домой. Такие улочки. Отель Балканы и, разумеется, отель Москва. Очень колоритные улочки. Надо, кстати, попробовать чуть-чуть в 1080p 60 FPS, правда? Чтобы оценить стаб. Что стаб включается, вот сейчас я его включил только в 1080p 60 FPS. Сейчас съемка с одной руки, все так же. И спуск по улочке. И, конечно, здесь смартфон справляется в разы лучше с точки зрения стабилизации при съемке, чем когда мы с вами пытались на него снимать в 4К 60 FPS. 4К 60 FPS, конечно, была не печаль, но вообще не волшебная съемка. Сейчас съемка поприятнее, в разы. Немного машинок. Kia Sorento. Ну-ка. Ёшки. 71 миллион. Почему так дорого? Ой, 7 миллионов 200 тысяч. Peugeot. 24 тысячи евро. 3008. 35 тысяч евро. И это дело аж 38 тысяч. GT 1.6. Вот так вот будет выглядеть. Так вот. Так будет выглядеть магазин. Это все еще 4К 60 FPS. Плюс-минус 1 к 1 все по цене. Здесь, если брать, допустим, ту же съемку ночью, вот она фронталка, и у пикселя какая-то не очень стабильная съемка в плане стабилизации, с одной стороны. С другой стороны, у OnePlus вообще каша. То есть здесь фотография, несмотря на то, что стаб не отработал, на то, что ночь, она однозначно лучше. Повторяюсь, фронталка у OnePlus ужасно. Можете еще раз, если кто из соображений съемки будет приобретать смартфон, обязательно скачивайте исходники и смотрите. С другой стороны, вот мы смотрим на основу здесь, на основной модуль ночи у OnePlus и на основной модуль ночью у Pixel. И по работе со светом технически Pixel 9 лучше, не намного, но лучше местами. Но с другой стороны, вот, допустим, вот место, в котором он хуже. Здесь у нас здание поплыло, у Pixel не поплыло. У Pixel оно более мутное, опять же, видите, работа со светом не очень. В общем, в целом, в таких условиях плюс-минус одинаково. Ощущения от фотографии из-за резкости, плюс-минус ощущаются они тоже одинаково. Только вот из-за этой
Вот работа со светом конкретно здесь у пикселя, кажется, что у пикселя фотография хуже. Хотя здесь лучей больше, но объективно у пикселя неудачная вот эта фотка. Кстати, как и это, заметьте, уже две неудачные. И если говорить о съемке ночью, допустим, в стандартных условиях, где я видео снимаю, да, с одной стороны, пиксель вытянул больше деталей, вот берем дерево, допустим, тоже, но с другой стороны, по четкости, допустим, какие-то объекты, ну, я бы сказал, что точно пиксель не лучше. Видите, здесь что-то вытянул, пиксель, здесь OnePlus вообще ничего не увидел. Светочувствительности ему не хватило. Края ни у того, ни у другого смартфона не мылятся. Дневные фотки плюс-минус одинаковые. У пикселя шумов больше. И на фотографиях, и на видео по мне. Но есть свои плюсы, как говорится. Что кому больше нравится, можете написать в комментах. Несмотря на все минусы фотографий у OnePlus, вы берете общую сумму, там здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, и получается, ну, если не на уровне, то местами даже лучше. Такая средняя температура по больнице. Опять же, исходники скачивайте в моей личной телеге, делайте сами для себя сравнения и решайте, насколько хорошо здесь тот же стаб отрабатывает, потому что стаб тоже очень важен при фотографии. Идеально руки, как штатив, к сожалению, держать смартфон не могут, даже если с упором. Примерно так. Минусы: нет телефотосенсора, сверхширокоугольные макросенсоры не впечатляют, плохая фронтальная камера, могут не приходить уведомления, есть китайский софт, который очень сложно вытравливать, нет обновлений, разумеется, если у вас будет инженерная глобальная прошивка, хотя глобалки нет, и вот у меня она стоит, у вас обнов не будет. Может быть, у вас будет китайский смартфон на китайской прошивке, тогда будут приходить обновления, но для этого сначала продавцу надо будет его разблокировать для звонков. К сожалению, в китайской версии, повторяюсь, нет 7 и 20 бенда для 4G, и скорее всего будет глобалка, это 13R, но не факт. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я обожаю OnePlus, и если вам удалось купить этот смартфон, как и я там приобрел его на Алихе за 40, и вы знаете, что это такое, знаете, как устраивать себе перепрошивки устройства, как их настраивать, что с этим делать и для чего он вам нужен, разумеется, да, это крутой девайс. Но если вы не любите ползать по форумам, вам не хочется настраивать АОДы, вам не хочется переписываться с продавцом, чтобы вам разблокировали китайский смартфон, просто вот безумно хочется сэкономить, у вас есть у OnePlus очень много альтернатив. И OnePlus 12 хорошо, на него не дропается цена. Nord 4. Здесь же нет ни беспроводной зарядки, ни реверсивной зарядки беспроводной, разумеется, тоже нет. Здесь нет телевика. Здесь довольно посредственная фронталка. Сама по себе железка классная, но только для тех, кто понимает, для чего она ему нужна. Даже в играх, как он работает, что у меня там игровой режим никак не включался, я 2 часа провел на стриме, хотя повторяюсь, что у меня у всех бибикеевских аппаратов шторка выползала. Я ее удалял уже, эту игровую утилу, она у меня вроде работала, но зайти я в нее не мог. И вот это все такие маленькие особенности, которые могут вас бесить, здесь могут присутствовать. Очуменный минус — отсутствие 7-20 бенда. Плюсом можно отнести в первую очередь ценник, когда вы прикасаетесь к этой магии OnePlus, потому что технически это фактически прям флагман. И металлическая рамка у вас, и процессор топовый, и экран мега крутой, зарядка 30 с копейками минут. Кому нужна эта беспроводная, если вот прям уж совсем как пользователь рассуждать, и не как блогер. Но, может быть и правда подождать 13R, может быть это будет Global, если на глобалке всяких OnePlus 11, 12, 13, 10 OnePlus очень часто делают космические ценники, на вот этих RT-сериях, еще чем-то мы очень часто видим скидки. И если это будет разблокированный, со всеми бендами, обновлениями OnePlus 13R, вау! Это будет безумно круто. Поэтому от меня девайсу, тем, кто знает, что покупает, однозначно да, тем, кто не знает, однозначно нет. Хотите помочь каналу, разумеется, подпишитесь на этот канал с колоколом, подпишитесь на ТГ скидок и поделитесь какой-нибудь скидкой, допустим, когда-нибудь. 22 ноября будет очередная распродажа, после, получается, 11.11 черная пятница. Чаще всего она даже бывает лучше. По поводу новинок на канале все скоро будут. И X200 Pro Mini, и X200 Pro, и Oppo, и Realme, и все остальное. Почему так долго? Потому что я это все дело покупаю, пока оно мне придет, пока я протестирую. Вот так же, как с этим устройством. Когда мне будет что вам говорить, я вам обязательно о них расскажу. Помимо этого, разумеется, прогоняю их в онлайне. Сегодня, скорее всего, X200 Mini, Pro Mini буду гонять от Vivo, который тоже не все бенды имеет. Повторяюсь,
за те деньги, что я его приобрел, с опытом, зная, что ты получишь от аппарата, однозначно да, стоит на него посмотреть. Если не разбираетесь, однозначно нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.